Добро пожаловать в ресторан stopgame.ru. Сегодня я для вас приготовил 3 блюда, в которых игры скорее повод поговорить о чем-то еще, чем самодостаточные темы для разговора. Во-первых, потому что это неожиданно, а я люблю внезапности. Во-вторых, потому что я не хочу никого обманывать и делать вид, что провел в карточках Legends десятки часов и прохавал весь контент ТСО с ног до головы. И в-третьих, потому что определенный ресерч я все-таки провел, и истории эти происходят в контексте серии The Elder Scrolls и дополняют образ современной студии Bethesda. Итак, не будем растягивать аперитив за макаронину, присаживайтесь поудобнее и давайте приступать к трапезе. Вас обслуживает шеф Иван Лоев. Бон аппетит! Начало десятых было довольно любопытным временем, потому что игровой мир переживал бум цифровой доступности игр. Их стало проще делать, их стало проще продавать, их стало проще запускать на чем угодно. И поэтому за любую интересную идею, стоило кому-то на ней нажиться, хватались все вокруг, чтобы сделать нечто подобное. Так было с Майнкрафтом, простенькую кубическую концепцию которого пытались пересобрать сотни разных студий и отдельных разработчиков, но успеха добились единицы, а в историю войдут... Ну, разве что Террария, но она вообще скорее в клона Диабло в итоге превратилась. Так было с Дота, которая тоже имеет максимально непритязательную и простую идею в своей основе, и рынок моба-игр за последние 10 лет переполнялся, наверное, несколько раз, но перебороть Титана так никому и не удалось, хотя жаловаться на недостаток претендентов самых разных мастей не приходится. Ладно, вру, есть League of Legends, которая очень старается конкурировать, и что-то у нее даже получается лучше, но тут надо делать отдельное большое видео с разбором этой темы, мы сегодня не об этом. Для нас сегодня важно то, что, например, Blizzard, пытаясь забраться на этот хайп-трейн, смогла выдать любопытную Heroes of the Storm, которая, невзирая на громкое имя разработчика и известные вселенные, используемые в качестве лорной подложки, популярности так и не снискала. Однако у студии был другой, так сказать, нишевый бенгер в лице Hearthstone, карточной коллекционки, которая вышла в 2013 и порвала абсолютно всех. Тут тебе и возможность играть с планшета, и жанр, который для массового игрока был в новинку, и лежащая в основе всего мега популярная вселенная Warcraft с харизматичными персонажами и узнаваемым визуальным стилем. Короче, звезды сошлись. И в ответ на это, как пузырьки в упавшей на пол бутылки газировки, стали активно всплывать более мелкие ККИ. И было вопросом сугубо времени, когда другие крупные студии подтянутся с какими-то своими ответками. И особенно этого ждали от Bethesda, ведь не так давно отгремел успех Skyrim, и Elder Scrolls была на пике своей популярности. В 2015-м на E3 показали первый тизер The Elder Scrolls Legends. Через год игра попала в ранний доступ, в мае 2017 отправилась в релиз, а 2 года спустя, в 2019, Bethesda объявила о прекращении контентной поддержки игры. Что же тут произошло? Ну, давайте доставать лупу и осматриваться. Первое, на что упадет взгляд любого запустившего Legends, это вторичность и отсутствие идентичности. Дело в том, что The Elder Scrolls Legends похожа на результат классического «спеши, но не слово в слово». Снова есть поле а-ля стол и 2 игрока с разных его концов, у каждого из которых есть своя колода карт. Задача, как ни странно, победить посредством снижения счетчика жизни оппонента ниже единицы. Есть мана, количество которой увеличивается у героев с каждым ходом и которое тратится при выкладывании карт из руки на стол. Есть различные знакомые эффекты, типа стража, рывка и много-много всего другого. К счастью, есть у игры и свои собственные особенности. В первую очередь бросается в глаза деление игрового поля на 2 фронта, правый и левый. Существа с разных краев по умолчанию не могут взаимодействовать, не бить друг друга, не блокировать. А еще половинки могут обладать особыми свойствами. Например, укрывать разыгранное из руки существо в тумане и не позволять атаковать его на протяжении первого хода. Хотя случаются и более уникальные механики. По идее, это делает тактический геймплей более глубоким и гибким.
Следом глаз падает на механику рун. У каждого героя на старте партии 25 жизней. Каждые 5 сбитых очков ХП ломается одна руна, и в руку побитого героя кладется карта. Таким образом, у атакованного повышается возможность на своем ходу отмочить какую-нибудь гадость в ответ, что в идеале должно создавать баланс. Ведь если ты выкинул всю свою руку на такого противника, но не добил его, он может ответить «Ого-го, какой камбухой!». Более того, с рунами связана механика пророчества, суть которой в следующем. Если карта с этой меткой достается из колоды во время разрушения руны, то вытянувший ее имеет возможность бесплатно и моментально ее разыграть, что может придать контратаке дополнительный вес. Ну, и не сказать, чтобы инновация, но карты в Legends делятся на категории, олицетворяющие характеристики героев. Ловкость, сила, выносливость, вот это все. И создавая колоду, игрок указывает, из каких двух категорий карт он будет ее собирать. Что позволяет разнообразить тактические трюки и искать интересные сочетания карт разных мастей. Примерно прикидывать, с чем пришел противник и чего стоит от него ожидать. Шквала заклинаний или ухода в глухую оборону. И все бы это было хорошо и даже здорово, если бы не одно «но». У игры напрочь поломан баланс. По моим ощущениям, на каждые 10-15 человек, которые высидели в Legends больше сотни часов, прохавали суть и потом стали бегать по интернету, доказывая, что, дескать, у игры все в порядке с балансом, найдутся тысячи тех, кто до такого глубокого дзена так и не просветился и страдал от навязчивого рандома, от ненужных сложностей из-за необходимости контролировать в бою две полоски одновременно, или от того, что все карты пророчества на деле оказываются довольно слабыми. Так что даже когда разыгрываются так, как это задумано было, на ситуацию драматического воздействия они не оказывают. Но больше всего портила жизнь медлительность. Неспешность и даже тормознутость окутывает The Elder Scrolls Legends на многих уровнях. Начиная с того, что бои здесь могут выдаваться весьма затяжными, максимальное количество маны у каждого героя доходит до 12, а значит только к 12-му ходу партия, что называется, раскачивается, продолжая тем, что опыт, левелапы и другие награды игра выдает крайне неохотно и скупо, и заканчивая тем, что между нажатием кнопки «В бой» и запуском загрузки поединка проходит целая вечность. Да, игра, как и многие другие ККИ, free to play, то есть платить за доступ к ней никому ничего не надо. Но своей вот этой тормознутостью она просто вынуждает раскошеливаться на бустеры, ибо без них ты первые 20 часов пособираешь какие-то крошки с чужого обеденного стола, но ни фана не получишь, ни веселья, ни осознанного декбилдинга. Справедливости ради отмечу, что карты и даже сюжетные дополнения все-таки можно открывать за внутриигровую валюту, занимаясь некоторым количеством гринда, так что Legends, строго говоря, это не pay-to-win-ка. Но погриндить все-таки придется. Но даже все вышеописанное, это все еще не приговор игре, потому что я лично считаю так. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Страшно не ошибиться, страшно после ошибки делать вид, что все так и должно быть. Что в контексте рынка развивающихся онлайн-проектов, которые могут меняться до неузнаваемости в ходе своего жизненного цикла, означает, что потенциально Legends могла бы вырваться из своих уз, избавиться от проблем и стать прекрасным лебедем, способным потягаться с Hearthstone, но Bethesda избрала другой путь — статичность. Для Legends вышло несколько небольших тематических дополнений, где-то на середине жизни ее передали другой студии под крыло, и та даже толком ничего разобрать не успела, как игру крякнули, то бишь закрыли. И это грустно и обидно, потому что потенциал у Legends был и прощупывается до сих пор. Главным образом, естественно, в области лора, мира, его визуального кода и всего остального, связанного с богатой и обширной на интересности вселенной The Elder Scrolls, которая тут сочится с каждой карточки. Постоянно мелькают знакомые расы, предметы, города и порой даже мемы.
игра еще и в сюжет пытается. Обучающая одиночная кампания повествует простую и короткую историю забытого героя, который в какой-то момент притворился аж императором. И помимо стандартного PvP и PvE, абстрактных режимов вроде головоломки, где вам предлагается биться в контролируемых условиях и проявлять смекалку, здесь есть местная трактовка арены, когда игрок сначала собирает себе новую колоду, выбирая из рандомных предлагаемых карт, а потом должен одолеть определенное количество компьютерных болванов, чтобы получить перманентные плюшки. Прикольно. Еще один момент, спасающий игру, заключается в том, что Hearthstone-то тоже далека от идеала. На местный баланс постоянно жалуются, но она остается веселой и разнообразной, несмотря на уже почтенный возраст. И в Legends порой можно провести интересную катку, но она допускает еще один очень неприятный промах. Дело в том, что настольная игра — это не только набор хорошо или плохо реализованных и сбалансированных механик. Это еще и нечто тактильное. Фигурки, которые можно потискать, кубики, которые можно покидать, карточки, которые можно покрутить в руках. А еще все это взаимодействует, щелкает, шуршит, пахнет краской, короче, ух! И в Legends этого нет. В первую очередь из-за ее тормознутости. Где это видно, чтобы тактильно считать кнопку, на которую ты сначала нажал, а потом сидишь и гадаешь, а я действительно ли нажал? Потому что на экране ничего не происходит. Иллюстрации на карточках в плане художественности у меня вызывают минимум вопросов. Стабильно хороши, достаточно выразительно. Но вот оформление самих карт как будто бы усиленно косит в сторону скучного реализма МТГ, потому что леги здесь практически не отличаются от обычных карт. А как должно быть, спросит кто-нибудь из зала. Да вот же, отвечу я, тыкая в Marvel Snap. Вот образцовый образчик того, как надо делать клевыми простые визуальные картонки с циферками и рисуночками, как ранжировать их от скучной банальности до ярчайшей индивидуальности. И самое странное в этой ситуации то, что за год до The Elder Scrolls Legends студия Direwolf Digital, которая и отвечала за разработку свитковой ККИшки, выпустила Eternal Card Game, где карты как раз-таки были самобытными, яркими и выразительными, не в пример Legends. Судя по накопившемуся количеству отзывов, игра не получила значимой огласки или успеха, однако, не могу не отметить, выглядела и ощущалась она гораздо лучше. Хотя, возможно, уж слишком сильно при этом походила на Hearthstone, и для кого-нибудь наверняка она не пройдет тест на прищур. Но вернемся к тамриэльским картишкам. Legends продержалась в релизе на плаву цельных 2 года. Хардкорщиков из стана Magic the Gathering The Elder Scrolls Legends не смогла привлечь из-за своей казуальности, рандома и поломанного баланса. Для казуалов и любителей цветастого веселья а-ля Hearthstone она оказалась слишком серой, скучной и вторичной, потому что принесла минимум значительных нововведений в уже надоедавшую игрокам формулу. А те, кто от нее и так устал и ушел, например, в Гвинд, даже и не подумали смотреть в эту сторону. В общем, The Elder Scrolls Legends не нашла себе места под солнцем, и несмотря на то, что сервера ее до сих пор работают, хоть на ПК, хоть на мобилках клиент установить можно, и играть там на здоровье, по сути, проект мертв. И тут на горизонте восходит философский вопрос. А кто же во всем этом виноват? Студия-разработчик, которая не дотянула в реализации идеи, или издатель, который поставил фишки куда-то не туда? Разработчикам-то толком даже не дали развернуться. Дважды уже упоминал, но в мае 2018-го Direwolf Digital была переведена на некий другой проект. А Legends занялась другая контора, Sparky Pants Studios. И... скажу я вам, подхватывать за кем-то другим порой бывает значительно сложнее, чем самому делать с нуля. Так что Sparky Pants немного подкрутила интерфейс и оптимизацию игры, но уже в декабре 2019-го беседка сказала: все, шабаш. Почему она это сделала? Видимо, потому что недостаточно склепать относительно неплохую коллекционную карточную игру и надеяться, что деньги потекут рекой только благодаря задействованию сеттинга The Elder Scrolls. Проект должен жить и развиваться, привлекать людей чем-то кроме мохнатых каджитских мордочек и органианской чешуи.
Блин, в игре даже нету карты похотливой органианской девы. О чем мы вообще? Короче, судя по всему, большой издатель Bethesda не захотел поддерживать проект, который не способен тягаться в популярности с мастодонтами, а конкретно с главным мастодонтом, а содержать за пусть и небольшие, но деньги нишевую развлекушку для своих оказалось и не прибыльно, и не статусно. Ну, кстати, кое-кого победить Legends смогла. Хотя, опять же, вру, все-таки победила там Bethesda, но она подала в суд на студию Mojang за то, что та придумала назвать свою ККИ просто Scrolls. И, дескать, от Scrolls до Elder Scrolls всего один шаг, игроки будут путаться и будут попадаться в эту маркетинговую ловушку. Суд Mojang выиграла, но потом все-таки переименовала игру в Colliers Bane, в декабре 2014 выпустила ее, получила на руки средненькие такие оценочки, и через 4 года не просто прекратила поддержку, а прям рубанула сервера. А самое ироничное в этой истории, знаете что? Ранее упоминавшаяся Eternals, которую Direwolf Digital самостоятельно выпустила чуть раньше Legends, и которая не выстрелила, все еще жива. И развивается. Видимо, то небольшое комьюнити, которое она собрала вокруг себя, вполне окупает трудозатраты небольшой студии. Мобильные игры в серии The Elder Scrolls уже случались и неоднократно. В прошлых выпусках истории серии я о них рассказывал, но то было давно. Нынешние телефоны вполне могут тянуть какой-нибудь эмулятор Xbox и запущенную на нем полноценную Morrowind. Поэтому анонс игры вроде The Elder Scrolls Blades был просто вопросом времени, особенно после мега успешного релиза фри-ту-плейки Fallout Shelter в 2015. Явила себя мобилка в 2018 на E3 и сразу сбила всех с толку. Потому что игра выглядела как новая полноценная часть TES, но запущенная на мобильном. И в контексте уже упомянутого запуска Morrowind'а это не звучало как такое уж сумасшествие. Но подробностей и конкретики отчаянно не хватало. Справедливости ради замечу, что последовавший за этим мобильным анонсом громкий тизер The Elder Scrolls 6 обладал просто запредельным уровнем отсутствия каких-либо конкретных деталей. И сейчас, больше 5 лет спустя, продолжает оставаться таким же. В 2019-м нам показали геймплей мобильных свитков, и оказалось, что Blades это все-таки небольшая полноценная игра. Это как будто бы рогалик, но завернутый в богатенький лор The Elder Scrolls, с достойным для мобилок графоном и видом от первого лица. На практике, когда игра добралась до раннего доступа в 2019-м, все стало несколько запутаннее. Оказалось, что это просто более дорогая версия Fallout Shelter. Есть главный герой, который в прологе возвращается в родной город, видит его в руинах, и местный мэр припадает к его ногам, прося помочь все вокруг восстановить. И геймплей делится на несколько слоев. На первом — менеджмент города. На месте порушенных домов нужно возводить новые, причем не только жилища, но и всякие специализированные заведения, вроде кузни, где можно починиться, алхимической лаборатории, где можно затарить и накрафтить бутыльки и так далее. На втором уровне эти вот роуглайт забеги, когда героя с каким-то заданием отправляют в определенном направлении. Это может быть лес, пещера, какое-то другое подземелье, но там надо обязательно выполнить простенькую миссию: спасти пару человек, убить всех врагов или босса, а то и просто поговорить с кем-нибудь. И называть это роуглайтом значит сильно переоценивать вес слова light в этой игре слов. Потому что путь дороженьку искать не надо, карта в 90% случаев тупо коридорная кишка, и даже если не так, стоит персонажу постоять несколько секунд, топочась в задумчивости, куда же идти дальше, как из него непроизвольно вылетит луч света, который ответит на этот вопрос. Рандомная генерация подобных локаций, если и имеет место быть, то она предельно ограничена, из-за чего уже 3-4 посещение любого биома вызывает зевоту и скуку. Ничего нового тут не увидишь. Аналогичные симптомы характерны и для местной боевки. Надо просто перемежать нажатие кнопочек удара слева и справа, отпуская их в нужный момент, чтобы критовать. И все.
Щит хорошо, но не очень эффективно. Магия есть, но ее немного и она скучная. Вот и получаются драки простым размахиванием из стороны в сторону на манер арены и Даггерфола, только 30 лет спустя. И на этот раз в процессе не участвуют хотя бы увлекательные и сложные формулы. Все очень просто, буквально и банально. К тому же, бой всегда происходит 1 на 1, ибо в процессе время для окружающего пространства ставится на паузу, а фокус персонажа принудительно переводится на противника. То есть ни убежать не получится, ни тактически лавировать, ни использовать луки, арбалеты или заклинания, бьющие с дистанции. Ролевая модель номинально есть, при прокачке уровня можно выбрать улучшить себе ману или выносливость, и есть какое-то количество скиллов, но вариативности в развитии персонажа практически нет. Зато времени игра требует очень много, потому что The Elder Scrolls Blades — это худший пример донатного гринда и гриндового доната из всех, что я видел. А видел я их, честно говоря, мало. Значит, в чем беда? Для восстановления города, как я уже говорил, надо перестраивать руины в дома. Это требует ресурсов. Ресурсы валяются на полу на разных миссиях, вытаскиваются из сундуков и разного рода разбираемых предметов и постоянно сыплются на голову игроку в награду за любой чих, создавая иллюзию, будто бы игра благодарит его за то, что он проводит с ней время. Но это ложь, потому что ресурсов будет постоянно не хватать. Здесь есть даже специальный режим, где герой отправляется на миссию, чтобы собрать крафтовых материалов. И все равно, если не убивать в этих увлекательных приключениях буквально часы свободного собственного времени, ресурсов будет не хватать. И поэтому Blades при каждом удобном и неудобном случае будет напоминать вам, что сундуки вообще-то с рандомными ништяками можно покупать за реальные бабосики. Но это только вершина айсберга, ибо даже если преодолеть ресурсный барьер, придется уткнуться в повсеместную систему тайм-аутов. Когда, например, ты поставил дом, а построится он только через 2 часа реального времени. Хочешь быстрее? Плати местной валютой. И чем больше домов уже есть, тем медленнее строятся новые, и, соответственно, тем дороже для них стоит ускорение. Из-за чего поначалу кажется, что все хорошо и адекватно, но уже к 3-му часу игры понимаешь, что тебя буквально блокируют. И надо либо отложить игру в сторону, либо платить бабки. В принципе, сценарий «отложить игру в сторону» для мобильного проекта — это не так и страшно, но тем не менее это неприятно. При этом сюжет здесь тупейший, а репрезентация богатого и разнообразного мира The Elder Scrolls опять сводится к самому скучному и банальному фэнтези, когда вокруг ходят сплошные люди. Ладно, вру, я видел одну каджитку, а декорациями выступают банальные лиственные леса и подземелья. Не спасают ситуацию даже альтернативные режимы. Есть бесконечный рогалик с погружением в глубину, где уровни и противники рандомятся, а персонаж набирается только опыта. Либо отдельные тематические испытания и события, где предлагается одну и ту же карту несколько раз пройти с нарастающей сложностью. Ох, как увлекательно! Но там хотя бы декорации бывают необычными. А еще есть PvP-арена, где вы встаете друг напротив друга и машете оружием, ведь это так увлекательно. А самое удивительное — это то, как быстро здесь находятся оппоненты, что говорит о том, что в Blades люди играют, притом активно. И знаете, в чем заключается главный парадокс этой игры? Критики и игроки на всяких там агрегаторах оценок разгромили мобилку за гринд, за скучный геймплей, за выпрашивание донатов, но с коммерческой точки зрения она показала себя превосходно. В момент релиза в раннем доступе в 2019 году она, по грубым прикидкам, за неделю собрала для студии Bethesda более $1 миллион, что при бюджете, оцененном где-то в 500 тысяч единиц той же валюты, согласитесь, весьма не кисло. Для мобилки, которая практически сразу умерла. Опять же, кто-то спросит: стоп, Ваня, ты же сказал, что люди играют в Blades до сих пор. Не значит ли это, что проект жив? Ну, формально да.
Игроки присутствуют, сервера активные, да и Bethesda вроде не публиковала заявление о том, что все это мобильно-портативная фри-то-плейка закрывается, до свидания. Но единственный глобальный косяк, который был поправлен за эти годы существования Blades, это таймер ожидания открытия ценных сундуков с лутом. В смысле, раньше он был. Теперь его убрали, чтобы, не так насиловать все вокруг этими самыми таймерами. Но последний патч датируется январем 2022. Что наглядно доказывает одно. Стратегия пустить пыль в глаза игроков, а потом нафармить с них бабла, невзирая на негативные отзывы, все еще работает даже в 2020-м. Студия могла бы взяться за полировку Blades и доведение концепции до ума, ее развитие, но зачем, если пол-ляма чистой прибыли игра уже принесла? ТСО — это блюдо, выбивающееся из меню спин-оффов древних свитков многими пунктами. В первую очередь тем, что в каком-то смысле, начиная с первой части, игры серии The Elder Scrolls проектировались так, чтобы бегающие вокруг другие игроки потенциально не портили погружение. То есть некий онлайн и даже ММО стержень существовал и продолжает существовать в серии до сей поры. Просто раньше для этого не было технических решений. А так, множественные герои, бегающие по Тамриэлю, выглядят вполне приемлемо и сносно. Это не то же самое, как если бы галактику ринулись спасать сотни шепардов, или Геральт из Ривии провалился в собственную мультивселенную. Мешали сбыться этой мечте две вещи. Во-первых, в 90-е ни у кого не было толкового понимания, как должны работать мультиплеерные РПГ. Жанр находился в зачаточном состоянии, на создание подобных игр не хватало мощности, актуального тогда железа, интернет был редким излишеством, доступным по карточкам, так что экспериментировать могли только совсем отчаянные люди, у которых было много свободного времени и сил. Во-вторых, после релиза Daggerfall у Bethesda не было ни времени, ни сил. Студия вообще чуть не загнулась, так что впредь от идеи отказались, дабы не разбазаривать и без того ограниченные ресурсы. Вспомнили о массивном мультиплеере в 2007-м после релиза Oblivion, когда мир уже не обуревала ММО-лихорадка ранних 2000-х, в ходе которой каждая компания-разработчик посчитала своим долгом сделать ММО-РПГ-ху. И тогда для реализации мечты было основано дочернее подразделение с говорящим именем ZeniMax Online Studios. На протяжении 5 лет после своего учреждения оно хранило гробовую тишину. Наружу раздавались только шепотки о том, что в его подвалах и казематах действительно идет работа над мультиплеерной игрой во вселенной древних свитков. И что бегать игра будет не на домашнем движке Bethesda.net Immerse, позже эволюционировавшем в Gamebryo, а соорудить собственный на базе некоего Hero Engine. 5 лет спустя, весной 2012-го, The Elder Scrolls Online была официально представлена публике, хотя и тут не обошлось без преждевременных сливов, а еще через 2 года ожидания, опять же весной, но уже 2014-го, всех желающих пустили на сервера ТСО. И ничего не случилось. В смысле, глобально. World of Warcraft не была убита, худшего запуска в истории ММО тоже не случилось. Это был обычный старт, обычной новой ММО. У кого-то лагало, у кого-то чихало, у кого-то были зашкаливающие пинги. Много было разных проблем, но у кого-то все было норм. Тем не менее, никаких революций. В принципе, их никто и не обещал. ТСО сходу позиционировалось как довольно типичная и привычная для аудитории комфортная ММО, главной ценностью которой была и остается привязанность к большой и популярной вселенной The Elder Scrolls. По традиции древних свитков, свое приключение герой начинает взаперти, в темнице, откуда его тут же освобождают обстоятельства, в ходе которых игроку поясняют азы управления и взаимодействия с миром, после чего дают пинка на волю. В процессе умудренный опытом ветеран ММО заметит, что игра исповедует как минимум 2 интересных идеи. Во-первых, вид от первого лица нетипичен и не характерен для жанра. Причин на то существует много. Начиная с того, что это позволяет меньше нагружать ПК, и заканчивая тем, что вид от первого лица важен для погружения игрока в виртуальный мир, а за жанром ММО исторически закрепилось слишком много мешающих этому погружению условностей, чтобы их игнорировать.
И в первых прототипах ТСО вида от первого лица действительно не было. Его ввели после безумного успеха Skyrim, когда Bethesda поняла, что ориентировать грядущую онлайн-игру можно не только на ММО-аудиторию, завлекая ее вселенной TES, но и фанатов древних свитков, чтобы при переходе из одиночной РПГ в массивно-мультиплеерную форму они испытывали минимум неудобств. Во-вторых, все те же ветераны ММО заметили бы, что боевая система изо всех сил старается быть динамичной. Благодаря виду от первого лица двигаются герои не по мышиным кликам, а по нажатию клавиш. Противники не просто сталкиваются и закликивают друг друга пианинной активацией всевозможных скиллов, но активно перемещаются по полю боя. Есть простые атаки, контратаки, площадные атаки. При этом забиндить можно не так и много умений, что приводит к неожиданному результату. Картинка на экране не погребена под миллиардом различных иконок, надписей и шкал. Она позволяет наслаждаться трудами художников, которые постарались запечатлеть красоту Тамриэля. И вот тут подключаются ветераны TES, которые, запустив игру, обомлели от того, что в отличие от любой номерной The Elder Scrolls, здесь можно посетить множество разных провинций, до которых номерные части свитков доберутся еще черт знает когда. За 10 лет жизнедеятельности в ТСО воплотилось больше половины площади Тамриэля и его окрестностей. Хотели посмотреть, как живут каджиты? Здрасте, пожалуйста, вот вам пустынный Эльсвейр. Вот северный, вот южный. Котиков всех сортов и размеров и там столько, что можно до конца жизни наумиляться. А еще там драконы водятся, но это локально сюжетная, не на постоянке. Обладаете более своеобразными вкусами и всегда хотели увидеть кладки яиц других ящеров? Добро пожаловать на Арганианские болота, их есть в ТСО в предостаточном количестве. Кстати, если хотите больше узнать о культуре арганиан, на сайте как раз недавно вышла свежая статья от Джуби, раскрывающая именно эту тему. И вообще, чаще заходите к нам на сайт. И не забывайте подписываться. Заинтересованы вопросом, что за альдмирский доминион такой был в Skyrim, откуда есть пошли эти высокие эльфы и чё они такие заносчивые? Приплывайте на острова Сомерсет, смотрите на готическую архитектуру и волшебную окружающую природу. Хотите еще больше природы? Чернолесье, родина босмеров, ждет вместе с домиками на деревьях и лукоморским дубом. Ладно, это не дуб, это не лукоморье, но дерево высоченное, и смысл вы поняли. Слышали что-то про механический город Сота-Сила? Авторы тоже не забыли о нем со времен дополнения для Моровинда и превратили его в отдельный план, где даже в небе крутятся механические штуковины. Хотели поизучать другие дейдрические измерения? Вас куда запульнуть? В Хладную гавань к Молокбалу, в Фаргрейв или на Апокриф? Всегда было интересно посмотреть на современно выполненный Даггерфолл, увидеть Арсиниум своими глазами. Соскучились по песочным берегам острова Строс-Мкай из спин-оффа Редгард? Все это есть в ТСО. Есть в игре и уже до боли знакомые, родные и заученные наизусть локации: скайримские Рифтон и Солитьюд, сиродильские церкви в Анвиле или Кватче, Моровинд с его портовой деревенькой Сейданин, уютной Балморой и роскошным дворцом Вивека, откуда открывается прекрасный вид на Красную гору. И посещать это все еще интересно по одной простой причине. Действие The Elder Scrolls Online происходит за 1000 лет до событий 5-й части древних свитков. 1000! А это значит, что перед нами не просто чуточку другой мир, а знакомый континент в совершенно другую эпоху. Никакой император еще не проехался по разрозненным провинциям Нумидиумом в порыве объединить их все в единую империю. Поэтому имеем 3 расовых альянса, находящихся в режиме постоянной грызни за Сиродил. Это сердце ПВП компонента игры. В Моровинде Балмора буйно цветущий город, а Вивек только-только строится. А Кватч все еще не разрушен. И такое положение таймлайна помогает добиться сразу нескольких целей. Во-первых, новички, которые впервые врываются в мир ТЭС, не чувствуют, что им надо проходить все прошлые игры серии, потому что нет груза хронологии, которую требуется предварительно освоить и переварить.
Во-вторых, старички получают возможность увидеть уже знакомые территории под новыми углами и в новом свете, а еще наконец-то улицезреть те провинции, о которых на протяжении десятков часов фантазировали, читая их описание в книгах. А в-третьих, разработчики дают себе право подключить к процессу фантазию. За 1000 лет с поселениями и континентом могло произойти очень много всего. И более того, каких бы масштабов ни были придуманы конфликты, они вполне имеют право на существование, потому что столь отдаленная хронология Тамриэля в остальных древних свитках не то чтобы сверхдетально описывала. Все это превращает ТСО в огромную археологическую площадку для раскапывания лора, которую авторы планомерно расширяют и углубляют на протяжении, повторюсь, уже 10 лет. Однако, если не копать лор, то чем здесь можно себя занять? Во-первых, проходить сюжетки. В основной игре есть своя история, куда без этого, собственно, а затем почти в каждом дополнении появлялись свои локальные кампании, некоторые из которых еще и взаимодополняли друг друга, а некоторые шли особняком. Во-вторых, как и заведено в древних свитках, здесь есть гильдии, бойцов, магов, воров и темное братство, и они тоже предлагают, чем можно заняться. Конечно, стелс в ММО это костыли на костылях, но в качестве разнообразия и в рамках общей условности происходящего он вполне рабочий. В-третьих, можно послать все к чертям и просто выполнять одиночные квесты. Их здесь миллион, и, конечно, 90% из них сведутся к довольно лобовому «пойди и убей», но порой попадаются запоминающиеся эпизоды и даже выборы в конце. Простенькие, но зато без явного перекоса в однозначность зла и добра. Вообще, ролевая система ТСО работает довольно двояко. С одной стороны, она простая и классическая, как пробка. Получаешь опыт за выполнение квестов, победы над врагами, нахождение локаций и прочие действия. Потом получаешь левелапы, бафаешь себе здоровье, ловкость или магию. Плюс получаешь 1 очко способностей, которое можно вложить в одну из веток прокачки, которые символизируют характеристики вроде владения одноручным оружием. Только здесь этих веток развели на каждый случай жизни. И оружейные умения, и классовые, и расовые, и гильдейские. И там открываются отдельные скиллы, их можно улучшать и даже апгрейдить. В общем, морока страшная. Но фишка в том, что в принципе рядовому игроку глубоко проникать во все это не нужно. Герой начинает прокачку не с нуля, а уже имея по 20 тысяч очков характеристик. И прибавляет за один левелап он 200. То есть к 60 тысячам очков изначального баланса персонажа, к 50 уровню герой нафармит всего 10 тысяч дополнительных очков, что оказывает не такое большое влияние. Большинство пассивок дают бонусы, исчисляемые отдельными процентами, то есть игрок 50 уровня, да, неизбежно сильнее новичка, но не в 50, условно говоря, раз, а в 2, например, или около того. И это все еще ММО, то есть довольно дружелюбная игра, где противники перед сильной атакой загодя рисуют на земле конкретную область удара, видят чуть дальше собственного носа, большими толпами наваливаются редко, карта всегда размечается метками, чтобы никто не потерялся и не запутался, а данжи чаще всего имеют довольно коридорную структуру. Так что даже при довольно безалаберной прокачке вы будете чувствовать себя нормально в бою. Вы будете чувствовать себя нормально, когда персонажем-новичком присоединитесь к пати ветеранов и вместе пойдете выполнять квесты и так далее. И даже если что-то все-таки накрутили крифи в кость, вся прокачка сбрасывается за довольно символическую сумму. При этом понюхать пороху в ТСО тоже можно. Для этого тут есть специальные подземелья, обычно принимающие две формы, стандартную и ветеранскую. Причем они связаны сюжетно. То есть, зачищая их, вы не дважды одну и ту же локацию пробегаете, но на разной сложности. Вы узнаете некую цельную историю из 2 актов. В последнем DLC, где добавили апокриф, в ТСО появился еще и роуглайк режим. А еще есть мировые боссы, ивенты, арены, ПВП и прочий эндгейм контент, ради которого стоит более вдумчиво распределять очки умений. И на самом деле это вполне понятное разделение.
Те, кто хочет пройти сюжетки и немного развлечься в open world активностях, получат свой кайф, не будучи вынуждаемы заморачиваться с гриндом и прокачкой. Те же, кто хочет трайхардить, отправятся в опасные данжи и другие специально отведенные для этого места, например, в PvP-зоны. Хотя этот аспект в актуальной ТСО практически мертв. И, к слову, про DLC. За 10 лет игра получила кучу апдейтов, как платных, так и бесплатных, поэтому пару слов стоит сказать об этом. Значит, распространяется ТСО по необычной для ММО схеме. Вы один раз покупаете игру и получаете доступ к базовой ее части навсегда. С недавних пор глава с Моровинским Варденфеллом стала входить в эту базу. Где-то раз в плюс-минус год выходит большое платное дополнение, которое приносит новый регион на карту, новые квесты, активности и новую сюжетку в той или иной форме. Традиционная ежемесячная подписка осталась, но теперь ее весомая роль состоит в том, что она дает доступ ко всем вышедшим дополнениям, кроме самого последнего и актуального на данный момент, и кучу разных бонусных приятностей, пэты, маунты, скины, расширенный крафтовый инвентарь, что довольно важно для всех ремесленников, но никакого ощущения pay to win. При этом дополнение можно получить, опять же таки, и за внутриигровую валюту. Там погриндить придется, конечно, но это вполне реальный и щадящий фарм. И тут возникает ряд вопросов. Если с ТСО все так хорошо, то зачем вообще ждать The Elder Scrolls 6? На самом деле, многие фанаты уже давно говорят, что The Elder Scrolls Online это лучшее, что случилось с серией после оригинального релиза Skyrim, и для многих она уже стала своего рода заменителем сингловых частей. Ибо, несмотря на бирку ММО, игра абсолютно не отягощена социальным взаимодействием. В гильдии игроковые вступать никто не заставляет, PvP разрешен только в определенных отдельных локациях. Играется это все легко и довольно знакомо, хотя многие системы авторы перелопатили, а кооперативная пати с друзьями собирается в мгновение ока. А в чем подвох? ZeniMax Online Studios ведь не могла сделать онлайн-тест, ну прям изумительный и без изъянов, на уровне одиночных игр. Без изъянов обойтись, естественно, не получилось. В первую очередь стоит понимать, что ТСО, хоть и соло-направленное, но ММО. Техпроцесс производства которой очень сильно отличается от любой одиночной игры. Отсюда и четкая разлиновка площадных атак, и веер способностей персонажа внизу экрана, и мобы, которые респавнятся туда-сюда, и регулярно бегающие взад-вперед другие игроки, и довольно условная постановка, а точнее почти полное ее отсутствие. От этого страдает знаменитая свиточная иммерсивность и свобода. Во вторую очередь стоит понимать, что ТСО, как ММО, не может себе позволить такую же вылизанность и продуманность локаций, заигрывание с физикой рэгдоллов или предметов и прочую мелкую детализацию, как это могут себе позволить одиночные проекты. Локации здесь выглядят с художественной точки зрения довольно универсально. Нет всяких дополнительных региональных эффектиков, каких-нибудь выразительных и характерных цветофильтров. И с точки зрения геймдизайна есть тупо зоны, где ходят NPC и безопасно, и зоны, где ходят мобы и опасно. А большинство данжей линейны. Однако, если заходить с другого края, с позиции вопроса, что дает ММО формат игре серии The Elder Scrolls, зачем привыкшим к одиночному иммерсивному опыту игрокам стоит обратить внимание на ММО и мириться с ограничениями и условностями жанра, то ответ будет неожиданно простым. Стабильно поставляемый новый контент. Я уже сегодня говорил, TS6 как анонсировали почти 6 лет назад, так с тех пор ни слуху, ни духу. Skyrim Bethesda переиздает вот уже 13 лет. А ZeniMax Online Studios нет нужды каждый год кардинально менять движок или переизобретать каждые 3 года инструментарий и участвовать в технологической гонке. Единожды устаканившись на определенном уровне качества, студия на протяжении всех 10 лет концентрировалась на полировке уже выпущенного контента и на создании чего-то нового. Причем, судя по заполненности карты Тамриэля на данный момент, игра не собирается сбавлять обороты в ближайшие годы. А после Тамриэля никто не запрещает добавить и другие земли.
Причем, благодаря тесному взаимодействию с головным офисом Bethesda, TESO — это не просто раздувшийся спин-офф фанфик, это самый, что ни на есть, канон, за которым стоят не последние люди индустрии. Для того, чтобы привести всю эту лохматую хронологию в хоть какое-то подобие порядка, ZeniMax Online Studios, в народе именуемая просто ZOS, наняла Лоурена Шика, человека, который ни много ни мало стоял у истоков D&D и чьи кампейны до сих пор ценятся и культивируются. И он, подключившись к разработке где-то в районе релиза, сначала вылечил большинство кричащих нарушений лора в игре, а затем создал здоровенную, всеобъемлющую, внутристудийную энциклопедию Elder Scrolls, которой, насколько я понимаю, пользуются и по сей день. Вообще, в теме громких имен и ТСО отдельно стоит подсветить тот факт, что игра со старта щеголяла не просто озвученными диалогами, а они здесь есть. Feel free to check out Stone-Tooth Fortress. Maybe you'll meet a nice orc. Но большинству важных сюжетных героев свои голоса подарили известные голливудские актеры. Кейт Бекинсейл, Джон Клиз, Альфред Молина, Линда Картер, Малкольм Макдауэлл, Питер Стормара и Билл Найи. И это только громкие имена, потому что вообще-то в игре озвучены практически все диалоги, коих тут изрядное количество, и это еще один мячик в копилку того факта, что ТСО очень дружелюбно для соло-прохождения ММО. И может быть постановка здесь хромает, но персонажи отыгрываются на все 10 баллов. Причину такому смещению фокуса я уже назвал. На старте разработки онлайновой игры авторы ориентировались на MMORPG вроде World of Warcraft, где социальное взаимодействие, если не стоит во главе угла, то как минимум играет очень весомую роль. И на протяжении долгого времени The Elder Scrolls Online была ММО, нацеленной на PvP, гильдейское и социальное взаимодействие. Для этого, например, была спроектирована специальная онлайн-структура мега-серверов, когда формально все игроки Европы или Америки просчитываются так, будто бы в реал-тайме находятся в одном едином мире. Понятно, что на самом деле он потом дробится на сервера поменьше, чтобы все не охренели от количества снующих вокруг игроков, но это происходит уже вне взора конкретных людей. Однако, после релиза Skyrim в 2011 авторы поняли, что биться с World of Warcraft на ее поле все-таки не имеет смысла, и лучше отойти в сторону и найти какой-то свой путь, стать более дружелюбной для новичков и одиночек ММО, сделав упор на повествование и какую-никакую постановку, насколько это возможно в рамках жанра. Стать более привычной штукой для тех, кто уже играл в игры серии The Elder Scrolls, переместив перспективу на вид из глаз. Хотя, тем не менее, позволив играть с нормальным, функциональным видом от третьего лица. И вот это вот ощущение «мы идем своим путем», оно сквозит во всей игре. Визуальный ряд, при всей его ориентации на оригинальные решения из других частей древних свитков и артбуков, имеет какие-то свои мелкие деталюшки и находки. Музыка, за которую отвечает композитор Брэд Дерек, отличается от того, что писал для серии Джереми Соул. А главное, игра на протяжении своей продолжительной жизни, весной этого года ей стукнет 10 лет, планомерно становится все лучше и лучше. В первый же год, когда стало ясно, что одной блямбы The Elder Scrolls недостаточно для того, чтобы требовать со своих игроков оплату ежемесячной подписки, обязательную подписку отменили. Взамен ввели фикс-прайс за перманентный доступ к серверам, а по подписке стали раздавать приятные ништяки. В дополнение к этому, в 2015-м игра вышла на консолях. В 2016-м президент ZeniMax Online Studios и по совместительству гейм-директор ТСО Мэтт Фирер посмотрел на GTA Online, и из его игры пропала система уровней. Потому что авторы рассудили, что нет ничего более губительного для кооперативного опыта, чем невозможность новичка присоединиться к своему другу-ветерану или посетить какую-то локацию, потому что она заточена под другой уровень, до которого персонажа еще не докачался. Благодаря этому сейчас The Elder Scrolls Online даже сами авторы не считают RPG, несмотря на оставшуюся в игре прокачку и уровни чемпионства. И тут возникает вопрос. А как Тодд Говард все это разрешил?
А так, что ТСО это в первую очередь детище Мэтта, а не Тодда. Тогда возникает другой вопрос. Кто такой этот Мэтт Фирер и откуда он взялся? И вот это, дети мои, правильный вопрос. Короткий ответ на который в самом деле прозвучит довольно скучно. Незадолго до 2007-го, когда он возглавил ZeniMax Online Studios, Мэтт был не последним человеком в Mythic Entertainment, а та, в свою очередь, с 2001 года отвечала за одну из значимых и популярных ММО Dark Age of Camelot, действие которой происходило на острове, все же знают, что в Великобритании это остров, за власть над которым активно боролись 3 фракции. Ничего не напоминает? Упорно динамическое и глобальное ПВП, меняющее политическую карту, реальные мифологии и легенды, лежащие в основе лора игрового мира, и общее качество исполнения позволили игре не просто разжиться пачкой дополнений, но и продержаться на плаву на протяжении почти 14 лет. Более того, авторы World of Warcraft активно вдохновлялись проектом во время разработки своей MMORPG. И с этой перспективы вполне логично для Bethesda нанять человека, ответственного за такой знаковый проект, чтобы поставить его во главе своей ММО. Но тут уже лично мне стало интересно, откуда взялась Dark Age of Camelot, и я провел некоторые экскавации фактов, и все стало еще интереснее. Значит, смотрите. За окном 1995 год, и Мэтт Фирер вместе с друзьями-подельниками создает студию Mythic Entertainment. И в следующие 5 лет контора выпускает преимущественно мультиплеерные проекты, среди которых Aliens Online, в которой фундаментальной идеей становится противостояние космопехов и ксеноморфов, причем и теми, и другими управляют реальные люди. Отличную и любопытную идею сгубила реализация, потому что игре в наследство достался движок от неспешной партийной РПГ, который плохо умел в экшен. Однако сама идея противостояния людей и ксеноморфов прижилась и позже дала определенные ростки. Starship Troopers Battle Space была мультиплеерной, расширенной вариацией морского боя, только происходило дело в космосе, и месились там люди и жуки из одноименного фильма. А самая удивительная игра из обнаруженных мной — это Godzilla Online, которая разрабатывалась при участии сценариста фильма Дина Девлина, и где не было никакой Годзиллы. То есть, мало того, что сама Годзилла в фильме разочаровала фанатов, так и в игре по разочаровывающему фильму вместо огромного монстра и крушения городов, о которых оставалось только мечтать, по каким-то темным коридорам бегали военные, ученые, репортеры и дрались с мини-годзиллами. И да, вы правильно услышали, в игре было целых 4 играбельных класса персонажей. Солдаты стреляли, ученые брали образцы, мини-годзиллы пытались отбиваться от всех, а репортеры это отчаянно документировали. Что звучит-то, блин, очень весело и интересно. Но нынче даже пощупать большинство из этих игр не является возможным, потому что все они разрабатывались для онлайн-платформы GameStorm, ныне покойной. Думаете, PS Plus или Game Pass изобрели раздавать игры по подпискам? А вот как бы не так. 20 лет назад компания GameStorm была сервисом, куда выкладывались фри-то-плей проекты вроде перечисленных выше игр, но для доступа к ним людям приходилось отстегивать деньжата самому сервису, что было довольно революционно для своего времени, потому что в конце 90-х онлайновые проекты за общение с собой обычно требовали почасовую оплату в пару баксов, а GameStorm стоил десятку в месяц. И Dark Age of Camelot появилась в тот момент, когда GameStorm была выкуплена EA, а студия Mythic все накопленные на играх по лицензиям деньги решила поставить ва-банк на один проект. И не прогадала. В 2006, когда активная поддержка Камелота прекратилась, у студии появился выбор, куда идти и что делать дальше. Фирер, который любил игры серии Fallout и The Elder Scrolls и слышал о проблемах Black Isle, попытался достать права на постапокалиптическую серию, но там все заглохло, и тут ему поступила пара конфликтующих запросов. Games Workshop предложила Mythic сделать ММО по Warhammer Fantasy Battles, в
в то время как Bethesda вышла на связь с Фирером и предложила ему возглавить ее новоорганизующееся онлайн-подразделение, где будет вестись разработка ММО по вселенной The Elder Scrolls. Для Мэтта это был вопрос выбора между вселенной, в которой есть более 20 лет активно развивающегося лора, с четким ограничением свободы действий его как автора, и вселенной, где он может стать соавтором этого самого лора. Результат, надеюсь, очевиден. Хотя, как шутит сам Мэтт, к нему из офиса Bethesda обратились просто по той причине, что офис Mythic находился буквально через дорогу. Так что он оказался тупо географически самым близким спецом по ММО. Но наглядным доказательством правильности сделанного тогда выбора и для Говарда, и для Фирера, на мой взгляд, служит тот факт, что The Elder Scrolls Online сейчас спокойно входит в топ-5 самых популярных ММО, а каждое выходящее дополнение привлекает новых и новых игроков, порождая все новые и новые инфоповоды. И в перерывах между большими номерными частями The Elder Scrolls, да и кто его знает, какой там будет шестая часть, учитывая, что ключевые для серии лица регулярно отделяются от Bethesda как листья по осени от деревьев, ТСО становится реально той отдушиной, в которую запросто можно провалиться на сотни часов, учитывая количество вышедших для игры платных и бесплатных дополнений. А еще я почему-то нахожу ироничным тот факт, что Dark Age of Camelot, как и первые две части Warhammer Online, выпущенные Mythic Entertainment, работали на NetImmers, позже нареченном Gamebryo, а The Elder Scrolls Online со старта разработки затачивалась под другой движок, будто бы Мэтт, перейдя в новую студию, знал, что с этой халабудой команда настрадается. Впрочем, не всем по душе такое утрированное, мультиплеерное утоление голода по древним свиткам. Им хочется больше иммерсивности, меньше мобов, которые респавнятся буквально на глазах, меньше цветастых героев, которые носятся как будто бы из ниоткуда в никуда. И о вариантах утоления их голода мы поговорим в следующем выпуске. Ну а на этом на сегодня все. Вышло кратенько, но, надеюсь, калорийно и разнообразно. Помните, что пусть свитки и древние, но жизнь сейчас современная. И до скорых встреч на Stop Game.ru.